Привет, сегодня мы с тобой разложим по полочкам, почему у многих не получается продвигаться в Telegram. Привет, меня зовут Макс Бондаренко, и сегодня мы с тобой разберем самые частые ошибки, которые люди допускают. Эти ошибки не очевидные, но очень часто после этого невозможно потом воскресить телеграм-каналы. Возможно, вы уже даже сейчас делаете что-то подобное и даже не подозреваете об этом. Погнали! Первая ошибка при продвижении и раскрутке своего телеграм-канала — это накрутка ботов и активностей. Это банальная банальщина, но это до сих пор делают многие люди. Короче, завязывай с этим уже реально, уже весь язык замазолил это говорить. Запомните одно простое правило. Количество не имеет никакого отношения к успешному проекту в Telegram. Как можно измерить свою успешность проекта в Telegram? Но очень часто это приравнивают к продажам рекламы в своем телеграм-канале, потому что очень многие хотят развить телеграм-канал для того, чтобы продавать в нем рекламу. Количество подписчиков не играет никакой роли. Почему? По одной простой причине: это можно накрутить. Рекламодатели, прежде чем обратиться к вам за рекламой в канал, конечно же, они его проанализируют, они сразу поймут, накручиваете вы там что-то или не накручиваете. Накручивать может все что угодно. Если они поймут, что вы накручиваете, они ничего у вас покупать не будут, вас закинут в черный список и все, и до свидания. Ну, допустим, они ничего не собирались анализировать и смотреть. Вы им продали рекламу. Из такой рекламы, конечно же, к ним ничего не придет, никакого профита. Они это сразу поймут и также закинут в ваш канал и вас как админа в черный список. Запомните, в Телеграме, чтобы быть успешным в рекламе, нужно наработать постоянную базу рекламодателей. Чтобы наработать постоянную базу рекламодателей, у вас должна быть эффективная реклама с активной нормальной аудиторией. И все, вы наработали раз этот пучок своей аудитории и будете постоянно продавать им рекламу, и не надо ничего искать. Вторая ошибка, которую очень часто допускают при продвижении в Telegram, это инвайтинг. По-простому говоря, это специальный софт, который приглашает, допустим, в ваш чат определенную аудиторию. Да, люди будут живые, которые придут в ваш чат. Я, например, из таких чатов сразу выхожу по одной простой причине. Меня пригласили туда, куда я не хотел, и меня пригласили без моего разрешения. Правильный и грамотный инвайтинг очень редко кто умеет делать. Если у человека опыта нет, то это вообще постоянно будет какой-то запор, а не инвайтинг, и это очень плохо сказывается на канале. Нормальный, грамотный инвайтинг могут делать только нормальные опытные админы. Они тоже это подтвердят, что в нормальных опытных руках эта схема работает, но это происходит достаточно крайне редко. Короче, во всех этих случаях вы, кроме негатива в свою сторону, ничего от аудитории не получите, от слова совсем. Короче, проще научиться закупаться грамотно рекламой и сделать успешный проект и продвигаться нормально в Telegram. Вот как раз таки об этом я и рассказываю в своем клубе. Здесь есть огромное количество информации, как правильно закупаться, как это делать. Обязательно приходите в мой клуб. Здесь вы научитесь грамотно закупать рекламу и зарабатывать на этом. Welcome, я вас буду там ждать. Следующая ошибка — это тупой копипаст контента из других телеграм-каналов или из интернета. Такое часто бывает. На многих обучениях так рассказы делать, да вы просто перейдите в другие телеграм-каналы, возьмите там контент и выложите у себя. Или просто погуглите там на каких-то сайтах эту информацию и выложите у себя в канале. Поймите вы одну простую причину, что так делают 90% людей. Да, аудитория в каналах прибавилась. Из самих каналов прибавилось гораздо больше, чем эта аудитория. И понимаете, все делают одно и то же. Все копируют друг у друга контент, и он становится банально одинаковым. Люди уже по 2-3 раза видели эти посты. Ну и зачем им читать опять эти посты у тебя? Конечно, это их раздражает, и они не будут подписываться на такой канал, они не будут читать этот контент. Что делать? Ну хотя бы как минимум рерайтить, переделывать эти статьи, а лучше вообще, ну, как-то составлять контент-план и делать контент именно от себя, добавлять свою личность, например, какую-то. Так гораздо больше шансов выделиться и быть интересным для вашей аудитории. Поймите и запомните главное правило. Telegram самое важное — это качественный контент. Не картиночки, не видосики, не так, как вы выглядите, а наполнение ваших статей, наполнение ваших постов или наполнение ваших видосов. Это самое главное. Обязательно переходите по ссылочке в описании к этому видосу, забирайте парочку бесплатных курсов, которые вам будут обязательно полезны, ну и кучу угодного контента, который я раздаю бесплатно. Ссылка в описании, переходи, забирай. Четвертая ошибка вытекает из третьей. Вы не вводите личный бренд и этого не собираетесь делать. Либо вы вообще не хотите принимать участие в ведении контента в своем канале. Запомните, Telegram — это мессенджер, это средство общения с элементами социальной сети. Для чего люди приходят в мессенджеры, в социальные сети? Для общения. Если вы показываете себя и рассказываете что-то от себя, как от личности, вы устанавливаете связь между вами и вашей аудиторией. Это же так просто запомнить и понять. Чем плотнее связь между вами и вашей аудиторией,
аудитории, тем больше доверия. Чем больше доверия, тем больше можно чего-то продать и, допустим, повысить средний чек. Также это будет вашим конкурентным преимуществом. Есть тысячи обезличенных каналов, а у вас канал будет на такую же тематику с похожим контентом, но есть какой-то человек, который рассказывает от себя, это будет гораздо интереснее. Пятая ошибка. Но это вообще must have. Частый постинг реклам. Желание зарабатывать часто убивает огромное количество каналов, и огромное количество каналов, может быть, вы видели, уже интересовались, продаются на биржах, да, их выжигают эту аудиторию, выжигают эту тематику рекламы, и потом пытаются этот канал кому-то впарить. Ну, таковы реалии рынка. Потом находится человек неопытный, который купит этот канал. Админ заработал дважды. Сначала выжег аудиторию на рекламе, заработал денег с этой же рекламы, а потом еще и продал канал, заработал денег с продажи канала. Многие закидывают чуть ли не подряд по 5 штук реклам в день, потом начинают спрашивать, а почему у меня упали просмотры? Потому что вы надоели своей аудитории рекламой. Также никто не занимается закупом правильной рекламы на свой телеграм-канал, не реинвестирует эти деньги. А откуда тогда у вас будет появляться новая аудитория, которая будет интересна? Вот вы мне скажите. Конечно же, есть решение всем этим вопросам. Вам нужно постоянно закупаться новой аудиторией в ваш телеграм-канал. Как вы это будете делать? Через Telegram ADS официально, через закупку на бирже. Или, например, напрямую через личку вы будете закупать рекламу в телеграм-каналах, абсолютно не важно. Здесь важен эффективный подход к растрате ваших средств. Также про все эти способы, которые я сейчас перечислил, я рассказываю в своем телеграм-канале. Вот, пожалуйста, Максим Бондаренко, да, можете вбить в поиске вот так, либо IMSMM. Переходите, подписывайтесь. Недавно выложил статью, как искать аудиторию, целых 6 способов для телеграм-каналов, да. Также вот про YouTube здесь пишу, про Дзен, про ВКонтакте, про все. Очень много годного, полезного, все бесплатно. Переходите, подписывайтесь, я буду ждать и вас там. Следующая очень важная ошибка — это закрытость, ваша закрытость. Так как Telegram — это все-таки средство общения, и, повторюсь, с социальными элементами, закрывая комментарии вашего канала, не отвечая на комментарии вашего канала и не подключая, например, чат к вашему каналу, вы отодвигаетесь от своей аудитории. Людям это очень не нравится, и людям не нравится, когда они могут высказать свое мнение. Людям не нравится, когда нету какого-то социального нормального общения. Ну, вам же не нравится, когда вам не отвечают, вас просто тупо игнорируют. Поэтому обязательно включаем комменты, включаем чат, отвечаем на эти комментарии, отвечаем на вопросы, задаем свои вопросы. Вступайте, пожалуйста, в коммуникацию с вашей аудиторией, и тогда будет успех. Следующая ошибка, которую очень многие допускают, особенно новички, это стремление развить свою сетку каналов. Для продвижения, для заработка, вот сразу нужны золотые горы. На консультациях часто слышу такой вопрос: да, я хочу вот здесь замутить себе сетку каналов для того, чтобы сразу начать нормально зарабатывать. Что ж, желание хорошее, но для опытных людей, и те же опытные админы это подтвердят. Новички начинают покупать мертвые каналы, начинают непонятно заливать какой рекламой, что-то там начинают накручивать, и у них этих каналов целая куча, 8-10, да, какую-то сетку там взяли. Новички не понимают, какой контент куда, в каком порядке публиковать. Потом начинаются вопросы делегирования, потому что вы один, ну, вряд ли сможете это делать. И их начинают кидать на деньги, когда они начинают платить людям какие-то зарплаты. Контент люди выкладывают нерегулярно, плохой, не умеют искать. Да и сама сетка каналов, она не дает гарантии какого-то продвижения и заработка. Особенно без опыта. Да, опытных админов есть сетки, они хорошо зарабатывают. У них процесс отработан, у них есть связи, знакомства. Они друг у друга в сетках начинают перекупать какой-то трафик. Они знают, как это правильно делать. Я ни в коем случае не отговариваю от сетки каналов. Я просто говорю, что прежде чем начать сетку, нужно приобрести опыт. Приобретите, пожалуйста, опыт на своем одном канале. И все. Дальше уже сами решайте, делать вам сетку, 200 сеток или вообще целую авоську своих каналов. Следующая ошибка очень частая. Она так сильно влияет, вы даже не представляете насколько. Это спам в личку и приглашение в телеграм-канал вручную. Обе механики, кроме раздражения, ничего не дают. Чтобы вам сделать грамотный спам в личку через сервисы рассылок, например, с приглашениями в канал, нужно понимать, как правильно и грамотно это делать, с помощью каких сервисов и через какие цепочки. Чтобы, что? Не бесить людей. Также при неправильном подходе вы можете вообще, в принципе, лишиться своего аккаунта, попасть в бан, и, в принципе, все, на этом ваша карьера закончится. Вам нужно будет искать там новый номер телефона, делать все по новой, потому что из бана вылезти будет максимально сложно. Поэтому на начальных этапах нет никакого смысла заниматься вот этими рассылками, приглашениями и прочим. Создайте нормальный канал, создайте контент, все, проверьте ручками, а потом уже делайте, что хотите со своими каналами, сетками и прочим. Потому что здесь очень важно, насколько вы грамотно и правильно умеете парсить
парсить аудиторию, где вы ее будете парсить, через какой сервис, какие вы будете создавать каналы или чаты прокладки, как вы будете прокладывать вот эту воронку движения человека, чтобы вот это не бесило и не раздражало, вы не знаете, как это делать. Грамотные админы знают, поэтому и не стоит пока туда лезть, особенно в самом начале. Поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал. С вами был Макс Бондаренко, и пишите в комментариях все ваши вопросы, я постараюсь ответить всем. Было, надеюсь, годно. До новых встреч, увидимся.